Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала крючком снеговика. Рост снеговика с учетом вот этого ведра 19,5 сантиметров. Вес 46 грамм. Расскажу, как рассчитывать окружности, шары. Расскажу, из чего сделаны лыжные палки, как загнула носы у лыж без применения проволоки. Покажу, как я вяжу убавки и прибавки. Их здесь совершенно не видно. Обычно, когда вяжут прибавки, то получается дорожка. У меня этого нет. Вязала снеговика из пряжи производства Пехорка, детская новинка. Цвет белый. В 50 граммах 200 метров. Стопроцентный высокообъемный акрил. В прошлом видео я показывала, как вязать шар спицами. Вот по этой схеме. Но стали задавать вопросы. Как сделать расчет, чтобы связать шар спицами, но большего диаметра? Потому что многие хотят вместо, допустим, уже готового узора вставить свой узор, свой рисунок. Ну, он сюда не входит. Вот и я расскажу, как можно увеличить диаметр, опираясь на эту схему. Сначала свяжем палец для варежки. Поскольку нитка у меня тонкая, по сравнению с основной пряжей, я буду вязать крючком 2 миллиметра. Так, делаем кольцо амигуруми. И провязываем в него 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Затягиваем кольцо. Затем берем контрастную нить. Я пользуюсь мулине. И вот в предпоследнюю петлю вставляем. И протягиваем. Теперь смотрите. Я буду заходить вот в эту петлю. И потом в последующее. Но поскольку сюда сразу зайти тяжело, эту петлю надо вытянуть немного. Вот эту. Эту. Вяжем второй ряд. 5 столбиков без накида. Как я сказала, вот в эту петлю заходим. Так, 1. Вот вторая петля.
Вот ее надо вытянуть. Два. Три. Четыре. И вот где маркерная нить, 5. И вот в эту петлю протягиваем маркерную нить. Теперь постарайтесь вывернуть для удобства. Сейчас эту нитку посильнее затяните и выверните. Вот. И вяжем третий, четвертый ряд, 5 столбиков без накида. Довязала я четвертый ряд, продернула маркерную нить и эту нитку обрезаем. Теперь ряд надо закрыть. Нитку вытаскиваем. Так, я специально маркерную нить вытащила из пальца, а здесь оставила. Потом поймете для чего. Теперь вот у нас петля, вот в следующую заходим с внутренней стороны. И протягиваем. А теперь вот в эту петлю, где у нас маркерная нить, в нее заходим. Тоже с внутренней стороны. И протягиваем. Расправьте. Все. Нитку маркерную оставьте, она вам пригодится. Точно так же вяжем второй палец. Теперь будем вязать непосредственно саму варежку, рукавичку. В кольцо амигуруми набираем, вывязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Опять берем другой кусок маркерной нити. И вот в эту петлю протягиваем. Дальше точно так же заходим вот под этот бугорок, вяжем прибавку сюда, вяжем прибавку за переднюю полупетлю по кругу 6 прибавок.
один. И сюда же второй столбик без накида. Под следующую петлю за переднюю полупетлю. Один. И сюда же второй. Это уже 4. 5. И сюда же второй. 6. Следующую. 7. И сюда же еще один. 8. Под следующую петлю 9. И сюда же второй. Это 10. Под следующую петлю, вот под последнюю, где маркер, 11. 12. Мы с вами провязали второй ряд, в котором 12 столбиков без накида. Третий, четвертый и пятый ряд вяжите по 12 столбиков без накида. Закончила вязать пятый ряд и вяжем с вами шестой. 4 столбика убавка 2 раза. 1. 2. 3. 4. И вот теперь должна быть убавка. Обычно убавку как вяжут? Провязывают один столбик не до конца и второй столбик не до конца. И потом их провязывают вместе. Я решила по-другому убавку вязать. Я просто пропускаю одну петлю и захожу в следующую. Убавка. Опять 4 столбика. 1. 2. 3. 4. Одну петлю пропускаю и в последнюю вяжу столбик. В шестом ряду у нас должно быть 10 столбиков без накида. Так, теперь палец будем привязывать к рукавичке. Значит, смотрим. Вот в пальце у нас маркерная нить. Мы должны зайти под следующую петлю. Так. Теперь в петлю на рукавице. И в рукавице в следующую петлю после маркера.
вытянули. И теперь все эти петли должны провязать. Так. Дальше. В палец следующую петлю. Так. На рукавице в следующую петлю. Вытянули. И все провязали. Это уже 2 раза. И в третью петлю. Вот под петлю. В рукавицу. Вытянули. И все провязываем. Вот. То есть 3 петли из 5 на пальце мы провязали. 3. Дальше считаем. За переднюю полупетлю 4. Пять. 6. 7. 8. 9. 10. Все правильно, у нас было 10 столбиков. Теперь у нас осталось от пальца 2 петли. Вот. Мы же начинали после маркера вязать. Вот у нас маркерная петля осталась. И перед ней. Мы 3 петли соединили, а всего было 5. Вот 2 петли осталось. Значит, здесь мы прикреплялись с внутренней стороны пальца, а теперь обвязываем по внешней стороне 2 столбика в 2 свободные петли. Можно прям под целую петлю зайти. И вот последняя петля. Так, 2 петли добавили. И здесь у нас 10. Должно быть всего 12 столбиков без накида. Теперь я перехожу на основную нить. Она толще, чем которой я до этого вязала. Поэтому перехожу на крючок 2,5 миллиметра. Смотрите, теперь мы заходим с вами за заднюю полупетлю в рукавице. Провязываем 1 петлю и провязываем еще 1. Столбик без накида 1. Так, красная нитка у меня еще остается от клубка. Мы ее не обрезаем. Вот она у нас.
Так, это мы связали один столбик без накида. Дальше. Опять заходим за заднюю полупетлю, провязываем 2, 3, 4. Тут не пропустите. 4. 5. И так вяжем по кругу, и у вас должно быть 12 столбиков без накида. Это мы с вами провязали 10-й ряд. Вяжем 11-й. Первую петлю пропускаем, вот эту маленькую. Столбик у нас здесь начинается. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, нитку вытягиваем, оставляем. Переходим к красной. Так, вот эту маркерную уже можно вытянуть. И вот у нас остались передние полупетли. Так, я перехожу опять на двойку. И за передние полупетли в каждую петлю провязываю 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Вяжем опушку. Один, 2, 3. И так обвязываем. Вы можете взять для опушки любую пряжу пушистую. Вот у меня, правда, есть пушистая, но она цветная. Однотонной нету. Поэтому я буду опушку вязать этой пряжей. После того, как обвяжете красной ниткой, закроете ряд, как я вам показывала раньше, и переходим к основному цвету, к белому. По 12 столбиков без накида в каждом ряду.
И теперь закрываю ряд. Одну петлю пропускаю, захожу под следующую. То есть мы выравниваем. У нас будет здесь полноценная петля, которая будет находиться сверху этой. Нитку вытаскиваем. И заходим под вторую петлю. И протягиваем. Теперь заходим в ту же петлю, где маркер. Так, у меня есть потоньше крючок. Так, смотрим где. Вот, видно хорошо. Здесь маркер. Вот сюда мы и в эту петлю и заходим. И протягиваем. Все, у нас ряд закрылся нормально. Эту нитку можно спрятать внутри. Она нам не нужна больше. Все, ряд вот так вытянули, выровняли. Маркер пока не выдергивайте, оставьте. Красную можно заправить. После того, как связали руки, вот, вы расправьте их. Посмотрите, чтобы ширина рукавиц была одинаковая. Расправьте либо сюда, либо вытяните вверх. Так, один палец с одной стороны уложите. Второй палец с другой стороны. Вот. Маркерные нитки оставьте. Все остальные заправьте. Откладываем в сторону. И начинаем основной нитью, у меня белая, вязать тело снеговика. В кольцо амигуруми набираем, вывязываем 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжу крючком 2,5 миллиметра. Стягиваем кольцо. Впоследствии кольцо стянем потуже. И, как я всегда показываю, вот в эту петлю ставим маркер. Я уже привыкла, что в начале ряда я ставлю зеленый цвет. Нитку беру мулине, чтобы не было отчесов на изделии. Теперь я буду заходить, я часто показываю, вот за этот бугорок, за первый. Вот он.
А потом буду вязать за переднюю полупетлю прибавки. Итак, вяжем 8 прибавок. Один. Два. Три. Четыре. То есть под каждую петлю вяжем 2 столбика без накида. 5, 6, 7, 8. И вот сюда, в эту петлю, я ставлю маркерную нить другого цвета, красную. То есть это у меня ровно половина. Я всегда, когда вяжу, довязываю до половины круга, шара. Я всегда могу себя проверить по количеству уже до середины, чтобы не ошибаться. Значит, у меня дальше тоже должно быть 4 прибавки. 1, 2, 3, 4. Вот я себя так и проверяю. Значит, за каждую полупетлю, за переднюю вяжем прибавки. Во втором ряду у вас должно получиться 16 столбиков без накида. Кстати, обратите внимание, что вот по первой нитке, по маркерной, можно посчитать, сколько рядов вы провязали. Вот 1, 2 и так далее. Если вы не можете по пряже считать, по рядам, то вы сможете посчитать по маркерной нити. Следующий ряд вяжем, третий. 1 столбик без накида. Под следующую петлю прибавка. Опять столбик без накида. Вторая прибавка. Столбик без накида. Третья прибавка. Столбик без накида. Четвертая прибавка. Видите? Я себя проверяю. Четвертая прибавка у меня попала как раз в то место, где маркерная нить. Значит, я вяжу все правильно. И если где будет ошибка, можно проверить. Либо ошибка в этой половине, либо ошибка в этой половине. И дальше также вяжем. Столбик без накида, прибавка до конца ряда.
И в этом третьем ряду у вас должно быть 24 столбика без накида. Так, закончила я вязать третий ряд. Это у нас донышко. Вот так будет стоять на нем снеговик. И дальше мы должны вязать шар. Шар вяжется на 6 прибавках. У нас здесь 24 петли. 24 делится на 6. Поэтому в следующем ряду у нас должно быть 30 петель. Вяжем за заднюю полупетлю. Вяжем 3 столбика без накида, прибавка. Шесть раз вяжем. 1, 2, 3. Прибавка. 1 раз. Опять 1, 2, 3. Прибавка. Это 2 раза. 1, 2, 3. Прибавка. 3 раза. Вот, я себя проверила, что у меня ошибки нет. И вяжем дальше. Точно так же 3 столбика без накида, прибавка 3 раза еще здесь. Так, смотрим, какой это у нас ряд. Вот, 1, 2, 3, 4. Значит, в четвертом ряду у нас должно получиться 30 столбиков без накида. Пятый ряд. Мы должны вязать 4 столбика без накида, прибавка 6 раз. Вот, если брать шарик, вяжем когда, то в этом ряду должно быть так. Чтобы у вас не было видно прибавок, если вы все время будете в одном месте делать, у вас дорожки получатся. Поэтому, что я рекомендую? Я, по крайней мере, вот эти первые 2 столбика разбиваю. То есть я вяжу сначала 2 столбика без накида. И эту прибавку вяжу. Вяжу 1 раз. Затем вяжу 4 столбика без накида, прибавка. Но уже не 6 раз, я же уже одну часть убрала сюда, а только 5 раз. И затем добавляю в конце вот эти 2 столбика отсюда. Вот они, эти 2 столбика. В итоге получается 5 раз и еще 1 раз. Получается 6. Надеюсь, это понятно. И вот я всегда четные, где четные столбики, я разбиваю на 2. В следующем ряду у меня будет 5 столбиков без накида, прибавка. Уже здесь я разбивать не буду. Буду вязать именно 6 раз. Так, 5 и 2, 7. 6 и 7, 42.
Здесь будет 4, 5, 6, 36. Следующая прибавка. Получается у нас как? Вот здесь напишу. 6 столбиков без накида. Прибавка. 6 раз. Так, 6, 7, 8. 6, 8, 48. И вот эти 6 столбиков я разбиваю. Сначала вяжу 3 столбика без накида. Прибавку. 1 раз. А затем уже полностью 6 столбиков без накида. Прибавка. Но уже не 6, а 5 раз. И в конце довязываю последние 3 столбика. Ну, будем по ходу разбирать. Итак, как я сказала, вяжем 5-й ряд. По идее у нас должно быть 4 столбика без накида, прибавка. Но мы эти 4 столбика делим на 2 части. За переднюю полупетлю вяжем 2 столбика без накида. Сейчас я вам еще одну вещь покажу. Далее прибавка. Один, 2. Одну прибавку связали. Теперь вяжем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Вторая прибавка. 1, 2. Опять 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Третья прибавка. 1 и сюда же второй. То есть в эту половину у нас вошло, как и положено, 3 прибавки. А вот 4 столбика, которые мы теперь должны делать, они разбиваются. 2 здесь и 2 здесь. Мы же здесь только половину провязали, 2 столбика. Вот здесь 2 и останутся. Так, сюда мы все точно попали. То есть мы связали 2. Дальше вяжем 3, 4. Прибавка. Опять 1, 2, 3, 4. Прибавка. 1, 2, 3, 4. Сюда вяжем прибавку. И 2 столбика, которые мы здесь не довязывали. 1, 2. Один, два, три, четыре, 5. В 5-м ряду 36 столбиков без накида.